Как я и говорил в прошлом видео, понедельник стал самым худшим днем для акций крипты с начала этого года, ведь буквально за несколько часов крипторынок потерял более 150 миллиардов капитализации, а ликвидации достигли рекордных 2 миллиарда долларов. Поскольку тарифы Трампа подняли доллар США вверх, но разворот наступил очень и очень быстро, о чем я также говорил вот в этом видео, ведь после тестирования 91 тысячи биткоин вернулся выше 100 тысяч долларов. Причины такого разворота очевидны, ведь в понедельник начался переговорный процесс, в результате которого было принято соглашение приостановить тарифы для Канады и Мексики как минимум на 30 дней. Но Трамп ничего не сказал про Китай, против которого также были введены тарифы 10%. Причем Китай уже успел ответить аналогичными пошлинами на американскую нефть и газ. И если переговоры, запланированные на ближайшее время, зайдут в тупик, последствия будут плачевными. В данной ситуации возникает абсолютный диссонанс, поскольку с одной стороны тарифы приостанавливают, а с другой экономисты и аналитики крупных банков прогнозируют, что эти тарифы поднимут уровень инфляции в США, что несомненно ударит по криптовалюте в этом году. Также Трамп чувствует свою безнаказанность и начинает угрожать ЕС и Великобритании такими же пошлинами. То есть понимаете, что происходит? Трамп просто рушит мировую торговую систему, которая строилась десятилетиями и всеми силами показывает гегемонию Америки. Таким образом создается впечатление, что он создает новый экономический порядок, где каждый, кто захочет торговать с Великой Америкой, должен будет платить. Вот только это все не может не оставить негативный след на мировой экономике. И такая торговая политика Трампа похожа на бомбу замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. И поэтому сегодня в видео мы разберем, как криптовалюта реагирует на приостановку тарифов Трампа, почему сам Трамп не осознает последствия своих действий, как торговая война с Китаем отразится на мировой экономике, почему, несмотря на паузу в тарифах, эта торговая война продолжается, и может ли биткоин стать спасением в условиях экономического кризиса. Перед просмотром обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, ведь с подпиской вы не будете пропускать наши ролики, где мы даем полезные советы и рекомендации. Наглядный пример — это прошлый ролик, где все подписчики получили хороший биткоин-прогноз, заработали на этом и написали нам спасибо. Поэтому если вы смотрите видео без подписки, подписывайтесь, жмите колокольчик и ставьте лайк. Ведь напоминаю, как только мы наберем 2000 лайков, вас будет ждать топ самых прибыльных монет на этот месяц. Всем спасибо за поддержку, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, как вы можете заметить, события развиваются очень и очень быстро, что в свою очередь оказывает влияние на рынок, ведь после резкого падения последовал такой же быстрый рост. Но чтобы первым быть в курсе всех событий, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, в котором ежедневно публикуются самые важные новости, свежие утренние дайджесты, аналитика, метрика рынка, эксклюзивные прогнозы и еще много другой полезной информации. Благодаря Telegram вы можете узнавать о важных новостях намного раньше, чем на YouTube, поэтому переходите, подписывайтесь и лично убедитесь в том, что у нас самый лучший канал на тематику криптовалюты. А конкретно сейчас, друзья, происходит следующее. Во вторник Трамп решил поставить на паузу пошлины для Канады и Мексики. Причина – успешные переговоры, на которых США добились серьезных уступок. И обе страны согласились усиливать безопасность на границе, бороться с трафиком запрещенных веществ и нелегальной миграцией. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что после телефонного разговора с Трампом 25% пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, и переговоры по этому вопросу еще продолжаются. Канада, в свою очередь, выделит 1,3 миллиарда долларов на усиление границы, новые вертолеты, персонал и другие меры безопасности. Мексика также не осталась в стороне. Она направит на границу 10 тысяч офицеров Национальной гвардии, чтобы помочь остановить трафик нелегальных веществ, а также миграцию в США, что является ключевым требованием Трампа, чтобы избежать введения пошлин. Да, пауза в тарифах может показаться победой, но на самом деле балансирование Трампа на грани торговли расшатало один из крупнейших в мире торговых блоков. Экономисты предупреждают, что эта неопределенность, потеря доверия и угроза дальнейшего ухудшения отношений могут в итоге оказать серьезное влияние на экономику США, а также усилить инфляцию и даже вызвать рецессию в Канаде и Мексике. Но если с Канадой и Мексикой хотя бы ведут переговоры, то вот с Китаем они еще даже не начинались, и Пекин уже ответил на тарифы Трампа аналогичными пошлинами. Китай ввел 15% пошлину на импорт энергоносителей из США стоимостью
стоимостью менее 5 миллиардов долларов и умеренную 10% пошлину на американскую нефть. Кроме того, Китай начал антимонопольное расследование против компании Google, что также стало еще одним ответом Трампу. Но как вы видите, реакция Пекина была более сдержанной, чтобы избежать серьезного удара по экономике самого Китая. Тем не менее, она показывает Трампу, что Китай готов наносить ущерб экономике США. Но на самом деле некоторые аналитики предполагают, что с Китаем также проводили переговоры, но учитывая такие ответные меры, они были неудачными. Хотя вчера Трамп заявил, что его администрация планирует провести переговоры с Китаем уже на этой неделе, прежде чем поднять тарифы. Это подчеркивает, что Китай готов к более жесткому противостоянию. Они значительно усиливают давление на США, показывая, что Китай лучше подготовлен к этой борьбе. Но важно отметить, друзья, что это может привести к глобальным экономическим последствиям, включая замедление роста ВВП и рост инфляции в США. Однако китайские пошлины вступят в силу только 10 февраля, что оставляет потенциальное окно для переговоров и может смягчить дальнейшее ухудшение ситуации. Как я и говорил в прошлом ролике, тарифы оказывают негативное влияние для обеих сторон, но под видео было несколько комментариев, что тарифы никак не повлияют на США, и хуже станет только тем странам, против которых их вводят. Но давайте я еще раз подробно объясню, что означают эти тарифы. Тарифы — это налоги, взимаемые с товаров, импортируемых из других стран. Первоначально Трамп заявил, что введет 25% тариф на товары из Канады и Мексики. Таким образом, к товару стоимостью в $4 будет применен дополнительный сбор в размере $1. Этот тип тарифа, взимание процента от стоимости продукта, используется чаще всего. Другой тип тарифа устанавливает фиксированную сумму на импорт, независимо от его стоимости. Компании, импортирующие товары из-за рубежа, платят пошлины правительству США. Однако экономисты говорят, что эти дополнительные расходы обычно перекладываются на потребителей через более высокие цены. Как показывает практика прошлого срока Трампа, тарифы не увеличили заработок США, а наоборот привели к росту цен для потребителей, что в свою очередь может вызвать инфляцию и рост цен на товары. Если такой тренд продолжится, то инфляция в США может вырасти с 2,9% до 4%. В итоге за защиту Америки, которая так нужна Трампу, платит не Канада и даже не Мексика, а сами американцы. Таким образом растут опасения по поводу инфляции и рецессии, и экономисты предупреждают, что такая политика может парализовать экономику, повысив стоимость базовых товаров и нарушив глобальные торговые связи. В свою очередь, Deutsche Bank прогнозирует, что инфляция в США может вырасти на 1%, а экономика Канады и Мексики рискует упасть в рецессию. Стивен Гринхаус, один из самых авторитетных экспертов по вопросам труда и экономики, абсолютно прав. Угроза высоких пошлин от Трампа может вызвать инфляцию и замедлить экономический рост, что по сути бьет по самой экономике США. Он не просто ставит под сомнение эффективности пошлин, а указывает на их катастрофическое влияние на американских потребителей. Джозеф Стиглиц, нобелевский лауреат по экономике, еще более категоричен. Он заявил, что большинство экономистов уверены, что такие меры будут иметь очень негативные последствия как для Америки, так и для остального мира. Трамп, конечно, утверждает, что пошлины — это способ защитить страну, но по сути это только способ заставить другие страны соглашаться на его условия, которые он озвучивает в виде угроз. Однако, если эти страны начнут вводить ответные меры, экономическая ситуация ухудшится. Стиглиц не сомневается, что такие методы приведут к мировым экономическим последствиям и просто так не останутся. Таким образом, Трамп, понимая, что Америка является главной экономикой мира, вообще безнаказанно угрожает своими тарифами направо и налево. Он чувствует, что может спокойно диктовать правила Канаде, Мексике и другим, показывая свою власть. И любой экономист скажет, что эти игры с тарифами могут затянуть экономику в рецессию и поднять цены для потребителей, что делает такие действия крайне рискованными как для США, так и для глобальной экономики. А учитывая амбиции Трампа, он наверняка пойдет дальше. Но перед тем, как мы узнаем, кто станет следующей целью Трампа и какие еще проблемы он может создать для мировой экономики, хотел бы вас ознакомить с проектом CryptoIndex. Это Web3 платформа для создания криптоиндексов, подобно тому, что NASDAQ предоставляет для традиционных финансов. Проще говоря, CryptoIndex.com — это первый протокол Web3, который позволяет создавать собственные индексы, используя более 10 тысяч криптовалют, торгуемых на DEX. За последнее время мы видели, как проекты SocialFi, такие как PubFun или Polymarket, стали популярными. CryptoIndex также относится к SocialFi и позволяет как обычным пользователям, так и компаниям создавать криптоиндексы, скажем, для проектов Solana, блокчейна FL2 или мемкоинов. Они могут устанавливать тарифы, настраивать параметры и запускать индексы, чтобы получать комиссионные. Рынок криптоиндексов набирает популярность из-за своей простоты, ведь каждый инвестор может выбирать конкретное направление или сектор монет. Таким образом, CryptoIndex выступает главным посредником между инвесторами и экспертами, которые создают эти индексы, а также проект стремится произвести революцию в сфере криптоиндексов.
индексов. Протокол использует внутреннюю монету INDX для управления, которая имеет уникальный механизм сжигания для повышения цены, а также именно в токенах INDX будет взиматься комиссия при инвестировании в индексы. На сегодняшний день уже прошло 2 раунда финансирования, на которых пользователи покупали токены, и прямо сейчас идет 3-й раунд, где каждый может приобрести монеты на пресейле, количество которых ограничено. Покупка проводится через официальный сайт, где кроме стейблкоинов есть множество других способов оплаты, поэтому обязательно изучите новый проект CryptoIndex самостоятельно и разберите все его особенности, а ссылку, которая позволит вам получить бонус, вы можете найти в описании под этим видео. Как мы только что разобрали, тарифы Трампа реально могут оказать сильное влияние на экономику в будущем, ведь пошлины пока еще никто не отменял, а лишь взяли временную паузу. Но вот вопрос, какие еще меры может предпринять Трамп, которые могут оказать давление на мировую экономику? Во-первых, расширение пошлин на товары из Европы, Азии или других важных регионов, что создаст новые торговые барьеры, увеличит стоимость импортируемых товаров и приведет к падению конкурентоспособности. Это неизбежно затронет торговые потоки и ухудшит экономическую стабильность. Трамп уже угрожает ЕС новыми тарифами. А что касается Великобритании, то Трамп хоть и сказал, что они хорошие партнеры, но если они не будут следовать тарифам США, их также ждут эти тарифы. Следующий шаг, друзья, это ограничение китайских инвестиций в стратегически важные для США отрасли, такие как технологии и инфраструктура. Важные меры против китайских капитальных вложений вызовут ответные санкции со стороны Китая, что потрясет глобальные рынки капитала и усложнит международные финансовые потоки. Также Трамп может еще больше раскачать мировую экономику, если выйдет из международных торговых соглашений, таких как WTO или USMCA, которые регулируют мировую торговлю. Еще один важный инструмент – это валютные манипуляции, с помощью которых можно ослабить доллар и сделать американский экспорт более привлекательным, но это приведет к росту цен на импорт и повысит вероятность валютных войн, что только усилит нестабильность на мировых валютных рынках. И, наконец, новые тарифы на энергоресурсы, которые могут вызвать рост цен на нефть, а также газ, что негативно скажется на глобальной экономике, замедлив рост и повысив нестабильность на всех рынках. Каждое из этих решений приведет к еще большему сокращению торговых объемов и созданию глобальной экономической турбулентности. Мир, оказавшийся на грани торговых войн, сталкивается с глубокой неопределенностью, где каждый новый шаг Трампа – это не просто угроза, а сигнал к еще большей нестабильности. Но самая главная опасность не в самих пошлинах, а как вы думаете в чем? В самой стратегии, ставящей под сомнение будущее глобальных цепочек поставок. Производители, разрывая свои связи с поставщиками и заводами, которые находятся за рубежом, вынуждены сталкиваться с колоссальными убытками, что ведет к инвестиционной стагнации, а также дефициту рабочих мест. Анализ ФРС показал, что неопределенность торговой политики Трампа в 2018 году снизила инвестиции в США на 1%. Это подтверждает, как такая политика может привести к снижению долгосрочных инвестиций и экономическому стагнационному состоянию. Экономисты считают, что если мир не осознает масштабы этих действий вовремя, последствия будут ужасающими, и экономический кризис будет не за горами. И вообще, друзья, Трамп реально хочет обложить налогами весь мир. Задумайтесь, для него тарифы – это не просто способ решать торговые дефициты, это его ключевая стратегия для того, чтобы Америке начали платить по счетам. Трамп и его команда всерьез верят, что Америка должна снова стать финансово независимой, а тарифы на импорт – это не наказание для других стран, а источник дохода для самой Америки. Вот он прямой путь к денежному потоку. Когда он объявил о повышении тарифов на товары из Европы, его слова о том, что ЕС обращались с Америкой ужасно, только подтверждают его планы бороться со своими торговыми партнерами, что усиливает вероятность долгосрочных экономических проблем. Все эти угрожающие заявления о санкциях, тарифах и пошлинах, которые он грозится вводить против Европы, Китая, Мексики и Канады, лишь подчеркивают его решимость сделать новый экономический порядок. Трамп, как никто другой, настроен использовать это в качестве альтернативы национальным налогам, подбивая другие страны платить за привилегию торговли США. Но вам не напоминает это какую-то премиум подписку, когда кто-то платит за возможность быть частью глобальной системы? Да, это и есть тот самый подход, когда США становятся платформой, а все остальные покупателями, которые должны внести свой вклад в поддержание этого экономического механизма. Кому-то это кажется абсурдом, но Трамп прямо сказал, что таким образом Америка может вернуть себе экономическую мощь и избавить американцев от необходимости платить высокие налоги. Это не просто слова. Тарифы – это его способ заставить мир платить
платить за доступ к американскому рынку, а как он надеется из-за снижения налогов внутри страны. Все это демонстрирует его решимость обложить весь мир налогами через тарифы, на которых он строит свою политику. Но что об этом думают лидеры ЕС? Ответ Европы стал прямым и жестким. Европа не даст себя запугать. Кая Каллас, глава внешней политики ЕС, не упустила возможность подчеркнуть, что в этой торговой войне победителей не будет. И если США и Европа решат начать конфликт, выигрывать в этой игре будет только Китай. Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил: если США на нас надавят, мы в ответ введем свои тарифы. Европейские лидеры уверены, что Европа достаточно сильна, чтобы ответить на угрозы Трампа. И как заявил Макрон, эти действия только подтолкнут Европу быть сильнее и более сплоченной. Вот вам и новый президент США. Америка начинает разжигать торговую войну, а Европа готова защищать свои интересы. Сильный контраргумент прямо противоположный заявлениям Трампа. Ведь идея ЕС заключается в том, что ни одна страна не может вести глобальную торговлю, если другие не согласны с ее условиями. Вся эта ситуация создает абсолютную новую реальность, где старые торговые альянсы могут начать трещать по швам, а обстановка на мировой экономической арене становится все более напряженной. Только вот Трамп рискует много чего потерять, ведь у Европы есть мощные рычаги давления. Создается впечатление, что Трамп использует власть США, не понимая последствий. А ведь так оно, друзья, есть. Как бы они ни пытались оправдать свои шаги, важно, что после каждого заявления Трампа обстановка только ухудшается. Экономисты говорят, что торговые войны — это как бумеранг. Запускаешь его на других, а он возвращается с ответным ударом по тебе. И сейчас в эпоху Трампа начинается новая рискованная эра, в которой торговые нормы, которые строились десятилетиями, просто рушатся. Перспективы непонятны, вопросы остаются открытыми. Когда Трамп вернется к нормальной торговле, уйдут ли проблемы, вызвавшие эти меры, или экономический хаос продолжит наполнять глобальные рынки. Америка теперь дает понять, что тарифы — это универсальный инструмент, который можно использовать для достижения любой цели, которую пожелает Трамп. И даже в официальной информационной бюллетене Белого дома говорится, что тарифы — это мощный, проверенный источник рычагов для защиты национальных интересов. Реакция фондовых рынков на все эти экономические новости была также нестабильной, ведь, как я и говорил, в понедельник рынки открылись жестким падением, но как только стало известно о результатах переговоров, цены пошли вверх, ведь индекс доллара упал. Такая же ситуация произошла на крипторынке, ведь давайте не забывать, что в последнее время биткоин все больше коррелирует с акциями, что можно заметить на этом графике. И такое поведение цены биткоина будет наблюдаться, пока развивается эта торговая война. Интересно, что мы можем подметить, так это рост золота, ведь инвесторы всегда покупают золото во время такой нестабильной ситуации, поскольку оно выступает защитным активом. В понедельник фонды пока не покупали биткоин, но BlackRock и не продавали, ведь в последние годы биткоин также стал своего рода цифровым золотом, и многие фонды используют его для защиты капитала, тем более сейчас, когда США планируют сделать стратегический биткоин-резерв. Если эта торговая война приведет к девальвации доллара и усилению инфляции, то, по мнению аналитиков, биткоин неожиданно может стать спасательной шлюпкой для инвесторов, которые стремятся сохранить свои активы. Однако для этого биткоину нужно удержать уровень выше 97 тысяч. Анализ данных Glassnode показывает, что уровни поддержки для биткоина сейчас находятся на уровне 97,5, 96 450 и 94 300 долларов. Если цена упадет ниже уровня 97 тысяч, то массовые ликвидации лонгов на сумму более 1,3 миллиарда долларов могут запустить цепную реакцию падения. Ну и сопротивление также не маленькое — 100 780 долларов и 101 860 долларов. Пока данные по деривативам говорят о том, что дно, вероятно, уже пройдено, но инвесторы все равно продолжают нервничать, и в ближайшее время наблюдать такое резкое движение на рынке — это вполне нормально. И сейчас нам точно стоит пристегнуться, ведь первая половина февраля обещает быть напряженной, особенно в ожидании переговоров Трампа с Си Цзиньпином. Ведь если им не удастся договориться, то ситуация может стать по-настоящему жаркой не только для традиционных рынков, но и для крипты. Именно поэтому, если вы инвестируете в криптовалюту, я обязательно рекомендую вам продолжать следить за нашим каналом не только на YouTube, но и в Telegram, где новости выходят гораздо раньше. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, а в комментариях пишите ваше мнение, что вы думаете о политике Трампа и этой торговой войне. А с вами был Влад, всем удачи, до скорых встреч!